Всем привет! Я полностью перебрал трапецию, установил ее. Я покажу вам в этом видео, как я ее перебирал и как я ее правильно устанавливал. Это видео будет полезно тем, кто хочет правильно установить трапецию и без проблем. То есть давайте посмотрим. Сейчас у меня трапеция собрана. Машина стоит на сигнализации. Стекло мокрое после дождя. И сама машина сейчас вся мокрая. И находится она в таком крашеном состоянии. По поводу покраски у меня отдельное видео на канале по теме кузовного ремонта. Смотрите там. Это у меня уже разобранная трапеция, но об этом немного попозже. Итак, чтобы снять трапецию, необходимо выкрутить вот здесь вот два болта крепления, здесь 4, освободить косу проводов с разъемов крепления вот таким вот образом и высунуть трапецию. Вот эту трапецию я устанавливал, новую покупал 2 года назад. Давайте посмотрим на ее состояние поподробнее. Смотрите, вот эти вот все пальцы были смазаны. То есть я говорю про то, что трапеция изначально она сухая. То есть смазки здесь так таковой вообще практически нету. Единственное, немного смазки вот в этих шаровых механизмах. И по трапеции, смотрите, все это вот таким вот образом начало ржаветь. Здесь тоже. Здесь вот палец, смотрите, он вообще должен прокручиваться на 360 градусов. Здесь, смотрите, у меня дрель лежит, сверло, 8-ка здесь, опилки вот эти вот. Сейчас скажу поподробнее, что я сделал. Вот здесь вот два технологических отверстия, видно слива воды, но они забиваются, то есть они мелкие, там где-то сверло 4 или 5. Я их расширил до 8. Дополнительно посмотрел, где собирается грязь на этой трапеции, и просверлил отверстие, чтобы трапеция не потеряла жесткость. То есть вся влага, которая будет попадать вот в этот вот корпус, сервопривод стоит вот так вот, то есть он уже является блоком управления трапеции. Про установку чуть попозже. Вот так вот это все выглядит. Это необходимо все почистить. Все вот это вот коррозию убрать и собрать, поставить новые уплотнительные кольца резиновые. Вот это вот шайбы все от коррозии. То есть у меня от старой трапеции здесь есть также новые резинки. Все я буду ставить. Вот это вот старой трапеции все поставлю. То есть это в хорошем состоянии. А это от новой, которая поставлялась, вот это вот в сборе. Все заживело. До этого трапеция была обслужена. Направляющие пальцы трапеции я почистил. Так, давайте посмотрим в таком состоянии. То есть от коррозии металла я все почистил. Здесь, смотрите, один нюанс есть оригинальных и других трапеций. Вот здесь видите болты, которые я вам говорил в самом начале, что их необходимо выкручивать. То есть на кузове машины вот эти вот отверстия есть под болты, а на трапеции необходимо
Я вот выкручиваю, показываю резьбу нарезать, то есть под эти болты. Я собрал трапецию, смазал ее, то есть все вот эти утяги на своих местах. Давайте посмотрим. Установлен сервопривод. Пальцы, вот эти направляющие, больше не ходят. Это универсальные резинки. Сервопривод прикручен уже к трапеции. Вот эти вот 3 болта, вот они. Момент затяжки 9 ньютонов. Я использовал дрель с моментами затяжки. Смотрите, на сервопривод я направляющую не накидывал. Этому есть причина. Я вам скажу почему. При снятии, отсоединении сервопривода, вот эта вот направляющая, она сбивается, то есть сервопривод, он прокручивается и меняет свое положение. Вам необходимо накинуть разъем, подключить сервопривод, но не накидывать вот эту вот направляющую на сам сервопривод. Включить и выключить дворники, и данный сервопривод станет в свое положение. Далее, вот таким вот образом, сейчас сразу скажу, вот это вот ограничитель на некоторых трапециях он сильно выступает и начинает биться об это вот крепление. Вам необходимо вот этот вот ограничитель максимально сточить. В данном случае я стачивал этот ограничитель, то есть у меня практически он вровень. Дальше расположить трапецию вот таким вот образом. Здесь зазор должен быть между ограничителем и вот этой вот направляющей 4 миллиметра оставить. И после этого только накинуть сюда вот эту вот гайку. Момент затяжки 18 ньютонов. Я оставил здесь шайбу, чтобы вам показать. Здесь, смотрите, она неровная, то есть она сделана по типу пружины. Я поставил в каждую здесь направляющую, смазал такие вот шайбы. Поэтому у меня вот эта вот трапеция и направляющие больше не шатаются. Смотрите, как я сделал. Здесь у меня стоит ключ в замке капота, чтобы работал сервопривод трапеции. Трапеция была подключена. Я все сделал, как вам говорил. Я собрал трапецию. Сейчас я вам покажу правильно, как ее необходимо собирать. Здесь у меня дрель. Момент затяжки 18 стоит. Здесь ключ на 13. И здесь лежит ключ. Смотрите. Толщина этого ключа ровно 4 миллиметра. Чтобы правильно все сделать, вот я вам показываю, сейчас трапеция затянута, все правильное расположение вот этих вот всех направляющих рычагов, все правильно. Смотрите, прикладывайте ключ вот таким вот образом, чтобы без зазоров вот так вот он проходил. Здесь вот так вот стоит, то есть от начала вот это вот ограничителя 4 миллиметра, и он заходит вот так вот получается
по идее, он должен вот так вот. То есть у меня ключ более толстый, не позволяет вам показать. То есть вот так вот он должен проходить. Вот я вам показываю. Осталось собрать трапецию. Начинать необходимо с водительской стороны. Под эти болты моменты затяжек 10 ньютонов. Вот под эти 9 ньютонов. Чтобы правильно установить вот эту вот трапецию, то есть я вам показываю, накидывайте вот эти все болты. Здесь первый, здесь 3, здесь 2. Плохо видно. Вот он один, видно. Достаточно проблематично их сюда вкрутить, конечно. И когда вы накинете все болты, моменты затяжки 10 ньютонов, вот эти вот все болты, это 2 болта 9 ньютонов. Сейчас я вам покажу и включу зажигание. Смотрите на вот эту вот направляющую. То есть здесь тоже будет видно. Так, зажигание я включил, включаю дворники. Вот смотрите, трапеция работает. Вот таким вот образом она должна правильно быть установлена и работать. Заметьте, ничего не бьется. То есть вот это вот направляющая рычага и вот это вот направляющая рычага, то есть они ходят. А вот эта вот направляющая рычага, она просто проворачивается на 360 градусов. То есть вот так вот, видите. То есть у нее, как вы заметили, смотрели видео, у нее нету привода, сервопривода вот этого вот электродвигателя. Таким вот образом эта трапеция должна работать. Про установку рычагов на трапеции у меня отдельное видео на разборе. Подсказку я скину здесь, смотрите. Там указаны моменты затяжек вот этих вот направляющих. То есть смотрите там. Я поставлю камеру вот так вот, чтобы видно было все лобовое стекло. И дальше мы посмотрим снаружи его. Сейчас я включу дворники. Махну одним махом. И мы сразу посмотрим, что стало. Как видите, с одного маха стекло практически чистое. Единственное, вот здесь вот подтеки, это где два дворника работают. Давайте посмотрим, как будут работать дворники, когда я их включу на машине. То есть видно, как работают дворники и как они, до какого положения они доходят по стеклу. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!